Книга 15. Тао. Путь вознесения. Бессознательное человека. Вся жизнь на Земле – это живая греза. Однако, большая часть жизни на Земле существует в бессознательной грезе. Что Земля подразумевает под этим? Так это то, что у определенных видов отсутствует биологическое сознание, или информированность. У людей, дельфинов, китов и отобранных природных царств, как, например, медведь-панда, присутствует биологическое сознание своего существования. Такое сознание создает различный жизненный опыт, потому что каждый осознает себя в качестве живого на физическом плане, тогда как большая часть природы осознает только окружающую физическую форму, не физические реалии энергии. Бессознательное составлено из множества отколотых частей своего «я», что является результатом многих падений сознания на всем протяжении человеческой истории. После того, как в результате ядерной войны и лишения информации ложным вмешательством произошло истощение генетических материалов, возникло такое явление, как недостающие записи. По существу, в тех областях формы, где присутствует недостаток в записях, у каждого человека имеется одно, или сразу несколько отверстий в энергетической решетке, переводящие отверстие уже на экран, который захватывает сценарий для жизни. У людей с двумя цепочками ДНК существовало 36 параллельных жизней. В результате модификации в мировом поле Земли, это число было уменьшено до 24 планов. У каждого плана есть отдельное «я», которое выстраивает на нем свои взаимоотношения, захватывая при этом часть энергии жизненной грезы. Жизнь при двух единицах ДНК чрезвычайно ограничена и механизирована. Причина для этого в том, что огромное количество грезы просто-напросто существует в бессознательном. При двух единицах ДНК, бессознательное захватывает более чем 80% грезы. Это оставляет человеку только 20% грезы, которая будет выражена на физическом плане. Именно по этой причине, людям неимоверно тяжело охватывать изменения, ибо изменения требуют большой текучести, но таковая не может существовать в грезе, когда она настолько ограничена. В сущности, греза столь же фрагментирована, как и ДНК. А фрагментация, в свою очередь, создает в жизни или полное отсутствие изменений, или радикальные, болезненные изменения за короткий промежуток времени. Из этого можно понять, почему недавняя история человечества была настолько бурной. Чтобы стимулировать какое-нибудь основное изменение, становилось необходимым массовое восстание, поскольку текучесть для создания постепенного изменения, плавного развития событий, была расколота и отделена в бессознательное. Со временем, это приводило к одному восстанию за другим, с целью свергнуть руководство деспотического характера. Сейчас по всему миру начинают разворачиваться схожие драмы и травмы вследствие того, что людям крайне сложно менять самих себя. Также обстоит дело и на личном уровне. Что же требуется для того, чтобы менять свои жизненные реалии? Перед вознесением некоторые люди изменяются довольно легко, так как у них есть сценарий, вызывающий в течение жизни радикальные изменения. Однако большинство людей желает стабильности, или, другими словами, ежедневной механизации собственной жизни, и поэтому некоторые люди совершенно не могут принять изменения в свою жизнь, даже когда изменения становятся предпосылкой для будущего вознесения.